Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Надеюсь, вы еще от него не отписались. Сегодня в этом видео будет очень много шума, но не потому, что я буду читать рэпчик, а я не буду читать рэпчик, просто потому что вокруг моего дома идет какая-то глобальная стройка, все шумит, падает. В общем-то, будем с таким естественным саундтреком сегодня слушать мои словоизлияния. Итак, о чем я хотела с вами поговорить. Я на самом деле примерно в ноябре сделала себе новую татуировку, и мне почему-то захотелось с вами поделиться процессом, как происходит татуировка, нанесение трафарета, как ведется работа. И в связи с этим я еще решила рассказать про то, какие в принципе татуировки у меня есть. Начнем с первой. Первая моя татуировка – это крылья на спине. У меня, к сожалению, руки так не изгибаются, чтобы я сняла, но в процессе работы над моей крайней татуировкой, не будем называть ее последней, будет видно еще и крылья. Их мне делали на квартире, но это только потому, что я чуть-чуть раньше приехала, чем должна была открыться официальная студия, и делал мне татуировку мастер Евгений Токмаков из города Тюмень. Далее у меня появилась птиченька. Это акварельная птичка, я нашла ее в интернете, но она идеально подошла под мои желания и представления о том, какую бы птицу и в каком виде я бы хотела ее видеть на своей руке. Она была немножко печальная, и мне ее исправили, она теперь улыбается. После этого у меня появилась кошечка. Кошечка также акварельная или что-то около того, точно так же нашла ее в интернете, в какой-то из тату-групп. Все в ней было прекрасно, кроме рогов, которые почему-то росли у кошки. Не знаю почему. Рогов в итоге не осталось. Осталась просто очень красивая кошечка. И если вдруг вы подумали и задались вопросом, а есть ли какой-то в них смысл, все задаются этими вопросами. Да, для меня есть небольшой или большой смысл во всех трех татуировках. Они были максимально осознанными. И для меня это некие символы свободы. Да, для меня это некие символы свободы, потому что птица у меня ассоциируется с таким постоянным полетом, птица свободна всегда, а кошка, как бы она ни была привязана к человеку, она тоже всегда свободна, и, все мы знаем, что кошечка гуляет сама по себе, и любуясь на них, пытаюсь думать о какой-то внутренней свободе, о том, чего я хочу и к чему нужно бы мне, может быть, стремиться. Но это очень редко происходит. Зачем мы здесь с вами собрались? Мы с вами здесь собрались, чтобы пойти в тату-студию. Погнали смотреть, как делалась татуировочка. Она успокаивает, но не очень. Теперь я переживаю за зубы.
так все и происходило. Татуировку мне набивали, по-моему, около 8 или 9 часов. С перерывами это было очень долго и действительно больно. Оказалось, что татуировки на руках или на плечах это вообще ничего, а вот татуировочка на ребрах или на животе это болезненно. Имена своих мастеров я оставлю под этим видео и ссылки, наверное, на них, если вдруг вы захотите тоже к ним обратиться в Тюмени или в городе Екатеринбурге. Теперь у меня 4 татуировки, как бы показали в Форт Боярде, у меня 4 татуировки. Напоследок этого видео хотелось бы сказать всем тем, кто меня смотрит, а точнее той группе, возможно, если есть у меня зрители, у которых, например, уже есть дети, или, может быть, у вас есть младшие братья и сестры, которые уже заговаривают о том, что они хотят татуировки, или, например, они хотят пирсинг, или что-то еще они хотят с собой сделать. Такой небольшой совет от меня, несмотря на то, что у меня нет младших братьев и сестер и нет ребенка, в наше время стало слишком просто дотянуться до всех этих действий. И если вы будете очень жестко запрещать своему ребенку, то, поверьте, он найдет пути, как и где это сделать. Более того, как где это сделать, возможно, абсолютно бесплатно, если вдруг он не сможет заработать себе деньги. И в различных тату-студиях, где он сможет набить эту татуировку бесплатно, она в итоге может выйти плохой, и это может быть также небезопасно. Поэтому в ваших силах помочь своему ребенку, сходите вместе с ним, поговорите, почему для него это важно. Можно, например, сходить на экскурсию в какую-то тату-студию, убедиться, как там все стерильно, и помочь своему ребенку с выбором татушки, а может быть набить вместе с ним парную, но если это не череп, хотя кто знает, какие у вас интересы. Спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно было интересно. Украшайте себя, дарите людям радость и не расстраивайтесь. Всем пока!